Здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как связать вот такой цветок тунисским крючком. Делаем скользящую петлю. Вывязываем воздушную одну. И в это кольцо мы должны в общей сложности вывязать 10 столбиков без накида. Будем считать, что один у нас уже есть. Это будет 2. Это будет 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Кольцо немножко это подтяните, сильно не затягивайте. И последний столбик соединим с первым. Теперь мы набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем соединительный столбик через одну петлю. То есть одну петлю мы пропускаем, в следующую вяжем соединительный столбик. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Одну петлю пропустили, в следующую вяжем соединение. 1, 2, 3. Петлю пропустили, в следующую соединяем. 1, 2, 3. Следующую соединяем, через одну петлю вяжем. 1, 2, 3. И соединяем, где мы начинали набирать арку. Итого у нас получилось 5 арок. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 арок. Между этими арками мы пропускали по одной петле. Вот нам нужно теперь с обратной стороны попасть в эти петли. Значит, мы переходим с обратной стороны в петлю между арками, которые. И соединяем. Вывязываем 3 воздушные петли. Опять в арку. Под арку входим, здесь петля у нас была пропущена. Вот под нее вводим крючок и соединяем. Опять 1, 2, 3. Вот у нас арочка, а между ней петля. И соединяем. 1, 2, 3. Под следующую арку вводим крючок и попадаем в петлю. 1, 2, 3. И в следующую тоже петлю. И соединяем. 1, 2, 3. И вот дошли мы до первой арки второго ряда. Вот она. И мы их соединяем. У нас получились арки в 2 ряда. Вот верхний ряд и там нижний. Нитку мы не обрезаем.
а берем другого цвета. И начинаем вязать с верхней арки, с того места, напротив того места, где нитка закончилась. Вот одну петлю сделали, и еще нам нужно набрать 7 петель. То есть в итоге будет 8. 1, 2, 3, 4, 5. Петли не затягивайте. 6, 7, 8. И сзади этой косички будут бугорки. Вот в них вводим крючок. Вот сзади. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И одну петлю мы берем из-под арки. И теперь мы их попарно провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы вот из этих вертикальных петелек, тунисских столбиков, набираем новые петли, новый ряд. 1 на крючке, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь у нас есть 8 петля и 9 из-под кольца, и 9 из-под арки. И провязываем по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще один точно такой же ряд провяжем. 1 на крючке, это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 из арки. И провязываем по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мы связали 3 ряда. Вот они, столбики видны, можно даже посчитать, если вы забудете, сколько рядов связали. Вот 1, 2 и 3. Теперь поступаем следующим образом. Вот 1 петля есть на крючке. Сразу вводим крючок во 2 петлю и их провязываем вместе. Берем следующие 2 петли, провязываем вместе. Следующие 2 петли берем вместе. И еще 2 петли вместе. И 1 из арки. И теперь мы их по 2 провязываем.
1, 2, 3, 4. Одна петля на крючке есть, и одну берем следующую и провязываем вместе. Следующие 2 петли берем вместе, провязываем. И одну из арки. И провязываем попарно. 1 и 2. И вот у нас получился этот лепесток. Вот он один. Теперь мы соединяем. И соединительной петлей переходим в следующую арку. Одна петля есть на крючке. Набираем еще 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять сзади воздушной цепочки в бугорки вводим крючок, вытаскиваем петли. И одну берем из арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. И по 2 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Крючок вводим рядом в петлю и набираем новые. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 из арочки. Провязываем по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще один ряд провяжем. Это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь закругляем лепесток. Сразу в первую петлю вводим крючок и провязываем вместе. Следующие 2 петли провязываем вместе. Еще 2 петли провязываем вместе. И еще 2 петли вместе. И одну берем из арки. И провязываем по 2. 1, 2, 3, 4. Опять берем следующую петлю, провязываем вместе. Следующие 2 петли
вместе и одна из арки. Провязываем по 2 соединительным столбиком в эту же арку соединяем и переходим к следующей арке соединительным столбиком и опять набираем, чтобы на крючке было 8 петель. Одна есть у нас, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вяжем точно такие лепестки во все арки верхнего ряда. Вот у нас их должно быть 5 штук. Вот 2 у нас уже есть. И еще мы должны 3 связать. Вот закончила я 5-й лепесток. Вводим крючок в первую арку. И соединительным столбиком соединяем. И все, нам эта нитка больше не нужна. Можно ее обрезать. Вот такой у нас первый ряд получился. И теперь мы будем приступать ко второму ряду. Вот здесь у нас нитки остались. Вот петля. И вот у нас арки эти. Вот они. Арки. И вот сюда мы будем вязать второй ярус лепестков. Но будем мы его вязать на 10 воздушных петлях. Вот. Вводим крючок под арку. Одну вытащили петлю. И набираем еще 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Точно так же сзади воздушной цепочки набираем петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А 11 берем вот отсюда из арки. 11. И провязываем попарно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующий ряд вяжем сразу в первую петлю. Крючок уводим, вытаскиваем новую. Итак, мы должны набрать в общей сложности 11 петель. И одна из-под арки, вот отсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И опять провязываем по 2 петли.
Еще набираем точно так же, как и до этого набирали петли. И из арочки берем одну. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 11 петель. И провязываем попарно. Это мы провязали 3 ряда. Вот видно 1, 2, 3. И провяжем еще 4 ряд. И одну отсюда. И опять по 2 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Итак, мы провязали 4 ряда. Вот 1, 2, 3 и 4 ряд. Теперь мы точно так же, как этот первый ярус, собираем петли. Одна на крючке. Следующую петлю вытягиваем и провязываем вместе. Следующие 2 петли берем, провязываем вместе. Следующие 2 петли вместе. И еще 2 петли провязываем вместе. И одну из подарки берем. И по 2 опять провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую петлю берем сразу, первую самую берем. И 2 вместе провязываем. Следующие 2 петли берем вместе. Здесь у нас 1 петля осталась, одну из арки. И попарно. И еще раз убавим 2 вместе. 1 петля и одну из подарки. И провязываем вместе. Затем вводим крючок в арку и соединительный столбик. И вот у нас получился лепесток синего цвета. Теперь мы вводим крючок в следующую арку и опять набираем, чтобы у нас на крючке было 10 петель. 1 есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять с обратной стороны набираем петли.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это будет 9. 10. И 11 вот из арки. И провязываем по 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь набираем из тунисских столбиков. Это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и одна из арки. И провязываем по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще раз провязываем точно такой же ряд. 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и одна из арки. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В принципе, мы вяжем прямоугольники. И еще последний раз ряд набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и из арки. И провязываем по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть мы провязали 4 ряда. Теперь будем собирать, закруглять лепесток. В первую петлю ввели крючок, соединили. Дальше берем следующие 2, провязали вместе. Следующие 2 провязали вместе. Еще 2 вместе. Еще 2 вместе. И одну из подарки. И провязываем попарно. 1, 2, 3, 4 и 5. Берем первую петлю, провязываем вместе. Следующие 2 петли
Провязываем вместе. Одна петля и вторая из подарки, и попарно провязываем. И еще раз убавляем вместе эту петлю и петлю из подарки и провязываем. Вводим крючок в арку, соединяем и переходим к арке, к следующей соединительным столбиком. И опять набираем 10 петель, чтобы вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вяжем точно такой же лепесток синенький вяжем. Вот довязала я 5 больших лепестков. Вот у нас получились 5 маленьких. И теперь мы будем обвязывать. Значит, мы последний лепесток должны соединить с первым соединительным столбиком. И начинаем обвязку. Значит, в каждую петлю сбоку мы должны провязать столбик без накида. Не стягивайте. Вот в каждую петлю столбик без накида. И вот дошли мы до вершины. Вот она вершина. Сюда мы провязываем столбик без накида, незаконченный столбик с накидом, еще один столбик без накида. И опять в каждую петлю вывязываем по одному столбику, не стягивайте.
Вот последняя петля лепестка. И сразу переходим к следующему лепестку. И точно так же его тоже обвязываем. И вот мы дошли до вершины. Сюда мы вяжем столбик без накида, незаконченный столбик с накидом, и еще один столбик без накида. И опять обвязываем вторую часть лепестка и петли не стягиваем. Закончили второй лепесток и сразу переходим к третьему. Итак, мы должны обвязать все 5 лепестков. Вот этих синих. Закончили мы обвязку всех лепестков. Нитку не отрываем. И переходим к голубым лепесткам. Вот последняя петля у меня на 5-м лепестке. Вот вводим крючок под арку. И начинаем обвязывать маленькие лепестки. Тоже обвязываем столбиками без накида. Петли не стягивайте. Обвязываем в каждую петлю. И дошли мы до верха. Значит, теперь мы вводим крючок через один ряд. Ну, расстояние вы выберете, длину сами. И вытаскиваем петлю. Через один ряд еще пониже вводим крючок и вытаскиваем петлю. Петли не стягивайте. И еще через один ряд, но напротив первой петли
примерно где-то. И вытягиваем. Вот 3 петли. Теперь мы их все 3 провязываем. Затем мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Берем все 3 петли этих и соединяем. И получилось у нас пико. Теперь мы вводим крючок рядом в петлю. И опять вяжем столбики без накида. И в арку. Теперь в следующую арку, где у нас следующий лепесток, вводим крючок, провязываем столбик без накида и опять обвязываем каждую петлю. Значит, мы доходим не до последней петли, а до нее. Вкалываем крючок, пропускаем один ряд, вытащили петлю. Теперь чуть ниже пропускаем ряд. Можно даже пониже. Раз, два, три. И вот сюда. И один ряд напротив. Вот, 3 петли вытянули. Теперь мы все провязываем. Делаем 3 воздушные петли. 2, 3. Цепляем все 3 петли. И через петлю на крючке протягиваем. И дальше обвязываем, не стягивая, вторую сторону.
Значит, в арку вводим крючок, провязываем. В следующую арку крючок вводим, провязываем. И опять обвязываем каждую петлю лепестка. Итак, все 5 лепестков мы должны обвязать. Ну вот, довязала этот цветок. Значит, теперь берем тычинки, если есть, если нет, просто так стянем. Вот в это кольцо так петлю закрепим. Вот такой цветок получился. Утюгом потом его отпарьте, не гладьте, отпарьте. Еще что хочу сказать. В принципе, если есть желание, можно голубым цветом, не обрывая нить, обвязать сразу большие лепестки. И точно так же сделать у них прожилки голубым цветом. Значит, петлю стянете здесь. И еще что, прежде чем начнете вязать, вы проверьте нитки на процесс линьки, чтобы они не полиняли. Иначе потом вся работа пойдет на смарку. Заправите нитки, и можно использовать как украшение волосы. Если шпильку вставить в сгиб тычинок, заколка для волос будет. Можно как украшение на платье. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.